Мы уже как-то говорили, в отсутствии внятной проверяемой информации начинает работать тот способ познания мира, которым человечество с успехом пользовалось почти до новейших времен. Это приметы. В этом видео мы с вами разложим карты Таро и посмотрим... Ладно, шучу. Одна из самых железных таких примет касается поставок западной военной помощи Украине и разрешения помощь эту использовать. Начиная с первых образцов тяжелого вооружения, еще с гаубиц, мы видели все стадии от отрицания до принятия. И прекрасно знаем, если чего-то действительно нельзя, то этого никто не станет отрицать. Просто сама тема не будет обсуждаться. А если американское или европейское официальное лицо что-то начинает яростно отрицать, значит процесс принятия решений уже пошел. Здесь примета сработала идеально. Сначала президент Байден в ответ на вопрос подловивших его у трапа журналистов ответил категорическим «нет». И тут стало все понятно. Затем Британия дала разрешение бить ракетами Storm Shadow по территории России. Компоненты этих ракет производятся в Соединенных Штатах. Без согласия с их страны такого разрешения быть не могло. И между этими двумя событиями прошло чуть больше недели. Понятное дело, после такого разрешения бить американскими атакамсами становится просто вопросом времени. И понятное дело, поставка иранских ракет России это решение ускорила. Теперь все завязано на том, какая степень эскалации допустима для Штатов. Путин сделал шаг, купил ракеты у тех, у кого очень просили ничего не покупать. Штаты делают свой шаг, разрешают своими ракетами бить туда, куда очень просили ракетами американскими не бить. Очевидно, что решение на самом деле было принято заранее и только ожидало повода. Путин обязательно его бы дал. Не сегодня, так через месяц. Не покупкой ракет у Ирана, так варварским очередным ударом по детской больнице. Интересно тут другое. Реакция российской стороны, которую условно можно разделить на две части. Сначала право бить высокоточными ракетами по России прокомментировал Песков. А вернее сказать, никак не прокомментировал Песков. Потому что реплика его сводилась к тому, что никакого ответа не будет. Ведь сама специальная военная операция – это уже и есть ответ. А позавчера выступил уже Путин. Ответ его был немногим более внятным, но главное, что тоже ни к чему не обязывающим. Он сказал, что удары по территории России высокоточным оружием расцениваются как прямое участие стран НАТО в текущем конфликте. Реплика эта прекрасна тем, что с одной стороны звучит как бы угрожающе, а с другой из нее ничего совершенно не следует, никакого вывода. Страны НАТО напрямую участвуют в этой войне, и странам НАТО, видимо, должно быть за это стыдно. Не последовало никаких угроз ядерным оружием, никаких публичных совещаний Совета Безопасности с требованием немедленно чего-нибудь привести в боевую готовность. Кажется, что реакция на разрешение бить по России ракетами еще более мягкая и невнятная, чем была на саму идею помогать Украине хоть каким-то оружием. Видимо, даже до людей в Кремле дошло, что так оно не работает. Что нельзя грозить всему миру ядерным пеплом по понедельникам, средам и пятницам, делая вид, что это что-то обыденное, типа как сказать «с добрым утром». Очевидно, вся эта история с красными линиями, пересечение которых не имеет вообще никаких последствий, с обещанием кар небесных и земных, которые никогда не выполняются, вся эта история задолбала даже самых верных апологетов. И вместо грозного вращения бровями и напряжения мышцы бороды мы видим Путина, который констатирует: страны НАТО участвуют в войне. Хотя с точки зрения Путина и его пропаганды страны НАТО участвуют в войне с первого дня. Война эта вообще ведется ими против НАТО. А стало быть, разрешение бить по российской территории не меняет вообще ничего. Это на самом деле очередная поразительная история. Гопник, который рассчитывает только на понты и угрозы, кажется, исчерпал ресурсы, чтобы понтоваться и угрожать. Путину не просто нечем эскалировать дальше, но об этом все, кажется, прекрасно знают. Если бы мы не привыкли к атмосфере цветущей шизофрении, то могли бы даже изумиться. Верховный главнокомандующий комментирует неизбежные прилеты по своей территории примерно как сводку по исполнению федерального бюджета. Нарочито буднично, будто назойливый журналист поймал его между одним важным делом и другим, причем значительно более важным. Будто это просто ремарка в сторону. Путин своими руками всякий раз разрушает миф, который с таким упорством строил. И мы тоже разрушаем его, но после небольшой рекламы. Пляжный отдых традиционно самый популярный у россиян, особенно у жителей больших городов. А что если бы можно было поехать не в курортный отель, а в собственный домик? Где-нибудь на Бали? Думаете, это недостижимая мечта?
Не такая уж и недостижимая, если остальное время этот домик сдавать. На самом деле это довольно популярный вид инвестиций, и существуют компании, которые предлагают такую недвижимость под ключ. Я вам сегодня хочу рассказать про Break Property, одного из крупнейших девелоперов на Бали. Они работают с 2016 года и построили больше 44 тысяч квадратных метров высококлассной курортной недвижимости. А сейчас они запускают проект Elysium. Он расположен рядом с предыдущими объектами, то есть в уже обжитой зоне, и в 2 шагах от пляжа. Это тоже позволяет с большей вероятностью прогнозировать, что новый проект покажет такие же хорошие результаты, как и ранее запущенные проекты. Ведь, например, на уже построенном комплексе Болливуд загрузка за прошлый год составила 88%, что является довольно высоким показателем. В комплексе будут построены виллы и компактные апартаменты с собственным садом, балконом и видом на океан и горы. Кроме того, здесь запланировано 2500 квадратных метров общественных и коммерческих пространств. Рестораны и кафе, магазины и коворкинги, тренажерный зал, спа-центр, йога-студии, уединенные места для медитации и зоны отдыха с просторными бассейнами. Ориентируясь на предыдущие проекты, можно предсказать, что такая недвижимость может приносить 12-16% годовых. Плюс еще в том, что на Бали сезон круглый год без перерыва, да еще и поток туристов постоянно растет. Например, в апреле 24-го их было на 28,5% больше, чем годом ранее. А это, естественно, приводит к росту стоимости недвижимости. При этом хлопот минимум, все сдается под ключ, в цену входят даже вилки и ложки. Все объекты застрахованы, застройщик дает гарантию 7 лет на качество постройки. Туристам недвижимость сдает управляющая компания, она же занимается уборкой, ремонтом и другими текущими вопросами. Вам остается только получать доход. Ну и, конечно, если вы захотите сами там отдохнуть, ваша вилла или квартира всегда к вашим услугам. Сейчас у Брейга действует акция. Вы оплачиваете только часть стоимости недвижимости, а оставшуюся часть можно будет гасить с доходов от аренды. А с промокодом MAXCATS вы получите специальные условия на обслуживание от управляющей компании, что еще больше увеличит доходность инвестиций. Все подробности по ссылке в описании. А еще у Брейга есть русскоязычный YouTube-канал, где рассказывают о тонкостях инвестиций в недвижимость на Бали. Заходите, изучайте и подписывайтесь. Так вот, Путин своими руками всякий раз разрушает миф, который с таким упорством строил. Миф, что он может что-то сделать. Не делает по разным причинам внутренним, но может. А в ключевой момент оказывается, что не может. И теперь он не просто не в состоянии реализовать угрозу, но и угрожать теперь он тоже не может. И это не просто отвлеченная мифология, которая ни на что не влияет. На ней держится вся нынешняя война. В рамках этой мифологии западные союзники Украины дают помощь в час по чайной ложке и удерживают ее от каких-то экстремальных поступков. Потому что у Путина якобы есть некая потенциальная сила. И всякий раз оказывается, что силы этой нет. Что все сцены в духе «я дурак, у меня и справка есть», сейчас вот весь мир в труху, производят впечатление только на тех, кто готов купиться. А те, кто их игнорирует, не несут никаких рисков. Происходящее показывает, насколько за 2,5 года изменилась эпоха. Вместо того, чтобы хвататься за голову и прикрывать все чувствительные места, британцы отвечают с полным безразличием. А что, не хочешь получать ракетами по своей территории? Закончи войну, делов-то. И действительно, а чем Путин может подкрепить свое «страны НАТО участвуют»? Развязать войну с кем-то из членов Альянса? Ну а кем развязать? Чем развязать? Кусок Курской области 2-й месяц под оккупацией, и только сейчас удалось наскрести хоть какие-то силы, чтобы начать ее мало-мальски отбивать. В первые месяцы войны в воздухе еще было разлито некое ощущение, что Путин показал мне все, на что способен. Что у него где-то есть запасная армия. Но сейчас, когда штурмовые полки формируются из служащих военно-космических сил, даже самых пугливых политиков сложно убедить, что ответом на какое-то действие НАТО станет открытие второго фронта, оккупация балтийских стран или что-то типа того. Сейчас очевидно, пока идет война с Украиной, Путин самый безобидный диктатор для остального человечества. Это диктатор, вся армия которого заперта на вот этой вот 1000 километров линии фронта. По истории с Курской областью мы понимаем, заперто — это не фигура речи. Оттуда буквально никого нельзя снять, так, чтобы наступление не захлебнулось, а фронт не посыпался. Каждый, кто подписал контракт за 2 миллиона, каждый новый танк и бронемашина, все идет сразу туда, причем в один конец. Таким положение вещей останется до конца войны.
Каждый снаряд, еще не успев остыть после токарного станка, будет сразу отстреливаться. Другой разговор – окончание войны в любой форме. Будет это мир, перемирие или прекращение огня, в любом случае проблемой Путина будет уже не недостаток людей на фронте, а избыток людей с фронта. Куда девать больше миллиона мужиков, которые умеют только воевать за большие деньги? В этом случае опасность для стран НАТО в Восточной Европе становится более чем реальной. Война сейчас – критический компонент режима Путина. Не конкретно война с Украиной, а просто война. Она создает рабочие места, создает спрос. На войну работает промышленность, на военные выплаты покупают квартиры в новостройках. Все сейчас держится на том, что каждый день нужно больше дронов, снарядов и танков. Каждый день нужны люди за любые деньги. На том, что война готова пожирать столько, сколько страна ей может дать. То же касается и общества. Все рассчитано на то, что оно находится в полуобморочном состоянии от потока немыслимого ужаса. Обстрелы, прилеты, погибшие на фронте и в тылу, жуткие преступления отпущенных на волю зэков, пропаганда, которая только и делает, что смакует способы убийства людей. Все рассчитано на возросшую толерантность к происходящему ужасу. За этим спрятать можно что угодно. Налоги, выборы, репрессии, инфляция, повышение процентной ставки, рост штрафов, тарифов, пошлин. Главные новости из жизни государства, которые раньше вызывали бурную дискуссию, а иногда даже протест, полностью замылились на фоне войны. Это как таблетка ибупрофена для героинового наркомана. Тот ее эффекта просто не заметит. Но вытащи войну из экономики, новостей, общественной жизни, с рынка труда, и все может разом зашататься. Прекращение войны гораздо более рискованное решение, чем ее развязывание. И это очень важный аргумент для тех, кто решает, давать оружие Украине или не давать, и вообще как реагировать на все это. По всей видимости, эта нехитрая истина постепенно доходит до тех, кто подписывает пакты военной помощи и дает разрешение на ее применение. Никакая помощь Украине не эскалирует нынешнюю войну. Война не расползется по Европе и не переходит на земли НАТО или в другую сторону, куда-нибудь в Северный Казахстан, только потому, что Украина держится и заставляет Путина тратить все, что у него есть, на захват очередного донецкого села. Пока Украина держится, Путин для западных стран безобидный старикан, который больше с обидой, чем с угрозой, сотрясает воздух кулаком. Если Украина от недостатка ресурсов, от ограничений на оружие сломается, Путин станет диктатором с миллионной, закаленной в боях армией, которую нужно будет чем-то занять. Угрозы Путина не работают, а красные линии успешно стираются по одной простой причине. Западные лидеры понимают, что нет большей угрозы, чем если Путин получит что-то, что сможет выдать за победу. Война не должна стать для него успешным опытом. Если станет ясно, что такую херню вообще можно замутить, что можно вторгнуться к соседу, убить сотни тысяч своих и чужих граждан, разрушить города до основания, что можно десятки тысяч квадратных километров земли превратить в непригодные для жизни пустоши, усеянные минами, и не просто выйти сухим из воды, но объявить себя победителем, если окажется, что война в 21 веке не так уж и страшна для авторитарного режима, то такая реальность никому не понравится. Путин не единственный диктатор на свете. Всех таких лидеров, от китайского до венесуэльского, объединяет то, что у их стран есть территориальные претензии к соседям и зуд по исторической справедливости. Победа Путина в любом виде станет приглашением всем желающим решить внутренние проблемы за счет внешней агрессии. Потому что если уж Путин, у которого кроме нефти никаких ресурсов нет, смог передавить на порядок более богатый Запад, то что сможет товарищ Си с 1,5-миллиардным населением и экономикой, сравнимой с американской? Мировые войны не начинаются с того, что кто-то кому-то дал танк, пушку или ракету. Мировые войны начинаются, когда сразу несколько людей с большой властью задумываются: а что, так можно? И никаких последствий? Идешь бить соседа, гробишь кучу народа, под эту лавочку окончательно зачищаешь поляну внутри и ничего? Все побубнят и утрутся? Неужели даже риска проиграть нет? Можно обломиться с оккупацией и сменой власти у соседа, а потом воткнуть флаг в рандомную деревню и объявить себя победителем? Звучит как беспроигрышный план, который подходит каждому диктатору. Надо просто выбрать достаточно слабого соседа, у которого ты хоть что-то, но точно отожмешь, и вперед. Западные страны теперь идут на немыслимые ранее шаги по очень простой причине. Изменилась самая жуткая угроза. 2,5 года назад таковой была угроза ядерной войны.
Но теперь ясно, Путин ядерное оружие не применит. Не по какой-то сложно сочиненной причине, а потому что он такой человек. Есть люди суицидального склада, которые от окрика начальства в петлю лезут. А у Путина другая крайность. Он хочет жить любой ценой. Человек с 7-метровыми столами кнопку, которая его потенциально убьет, не нажмет. Совершенно без разницы, кто и что поставит Украине, какие разрешения ей дадут. Главная угроза сейчас в том, что полыхнет еще где-то. Руками Путина, у которого освободится армия. Руками его подражателей. Единственный способ предотвратить такой исход – сделать опыт текущей войны неуспешным и непривлекательным для диктаторов. А сделать его таким можно только расширяя ресурсы Украины и ее возможности для обороны. Невозможно помочь ей выиграть эту войну. Но можно сделать так, чтобы не выиграл Путин. Именно в этом сейчас состоит задача союзников Украины и политика их действий сейчас. И именно из этой логики действуют лидеры западных стран. До завтра.